Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня я вам расскажу про протезы кистей рук, про бионические и функциональные. Расскажу немного о том, как со мной произошло то, почему мне теперь приходится пользоваться протезами. 4 года назад в результате несчастного случая я потерял кисть левой руки и также сильно повредил правую руку. Вот. На правой руке у меня отсутствует часть фаланг пальцев. Ну, все потихоньку восстановилось. Спустя 3 месяца после произошедшего я понял, что мне нужен протез, потому что одной рукой пользоваться очень сложно. Даже выполнять элементарные вещи, например, как надеть себе носки. А человеку очень важно себя обслуживать. Вот. И стал изучать вопрос по бионическим протезам. Сейчас я вам расскажу, что за 4 года я узнал, какие протезы у меня есть, какие у них реальные возможности, сколько это стоит, как можно получить частичную компенсацию от государства за эти протезы, ну и прочие нюансы работы. Я думаю, вам будет интересно. Первый мой протез, которому уже 4 года, это от компании Ottobock, Германия, называется Myofossil. Это один из среднего уровня протезов по функционалу. Главное его достоинство – большая сила сжатия и большая прочность. Сила сжатия пальцев 100 ньютон на квадратный сантиметр. То есть это, я могу сильно кого-нибудь ущипнуть. Это очень важно. И также важна его прочность. В процессе работы я его переделывал, сам чинил. Об этом я расскажу позже. Стоимость такого протеза с установкой у нас около 1,5 миллиона рублей. Принцип его работы. Стоит 2 миосенсора. Миосенсоры – это сенсоры, считывающие электрические импульсы с мышц. Один встает с этой стороны руки, другой с этой. Так как у меня сохранились мышцы предплечья, я ими могу управлять. Я себе представляю, как будто я шевелю кистью вот в эту сторону и в эту сторону. Соответственно, считываются электрические импульсы, и от их мощности через операционные усилители и прочую электронику попадается на серводвигатель. Вот здесь серводвигатель небольшой, и осуществлено помимо этого пропорциональное управление. Помимо быстрого сгибания я могу медленно это делать. Вот. Но это сейчас, спустя 4 года, я очень им довольно-таки хорошо управляюсь. Поначалу к этому надо очень долго привыкать. Я ходил в нем около 2 недель, не снимая практически, чтобы привыкнуть. Потому что мне вначале казалось, что это палка. Сейчас я автомобиль вожу, квадроцикл, снегоход абсолютно спокойно. Вот. Могу вам продемонстрировать внутреннее его устройство. Как это крепится к руке? Вот. Есть так называемая гильза. Она сделана из стеклопластика, делается по слепку руки. Также есть такой вот чулочек резиновый, он ее чуть-чуть придерживает. И вот такая штука, она фиксирует, чуть поджимает в этом месте. В принципе, сдернуть ее довольно-таки сложно. То есть я могу где-то килограмм 8 поднять ей. То есть рука не выпадет. Гильза, мультиприемник, 2 миосенсора, один здесь, один здесь. Если мы просто дотронемся пальцем до миосенсора, то рука приводится в движение. Вот я его чуть тыркаю, какая-то электрическая активность появляется, и вот такой вот принцип работы. То есть ничего в принципе сложного, он довольно-таки надежно и практично, но почему-то очень дорого. Вот. Также вот есть аккумулятор. Аккумулятора, когда привыкнешь к работе с рукой, хватает мне на 2-3 суток довольно-таки активной работы. Но если, например, кататься на квадроцикле, то где-то на сутки, потому что часто приходится сжимать кисть. Для примера возможности руки. То есть она довольно-таки крепкая. Вот этот вот стул, он тяжелый, килограмм, наверное, 6, наверное, весит. Вот. Вот я одной рукой тяжело приподнять. Я этой могу себе помочь, зажать, и вполне вот я его держу. Вот. Но к этому надо привыкать, потому что я должен сильно не напрягать предплечье, иначе рука может разжаться. То есть, в принципе, в быту нормально. Например, я не знаю, могу взять чашку,
Могу даже ее подкинуть вот в эту руку. То есть, грубо говоря, вот вполне можно взять там, я не знаю, воды налить, попить. Но это все, конечно, требует тренировки, потому что с первого раза так не получится. Из-за того, что кисть не гнется, я в рот себе не налью. То есть хорошо, когда есть другая рука. Вот. Ну, также там, чайник легко поднимается. То есть, вот, пожалуйста. Вот. Довольно-таки хорошо работает. То есть, в принципе, там можно что-то сжать, там, что-то делать. Я и часто работаю, иногда в цеху даже что-то делаю, паяю, и часто портится оболочка. Вот, чтобы вы понимали, цена оболочки, это я не знаю почему, сейчас нашел российского производителя, но от компании Ottobock 12 тысяч рублей. Это очень дорого, потому что повредить ее очень просто. Это просто полиуретановая перчатка. Вот. Сейчас есть от российского производителя, но это довольно трудновато натянуть, чуть толщина не подходит. От российского производителя стоит 5000 рублей. То есть расходники довольно-таки дорогие. Вот. Ну, еще вам что продемонстрирую, что сложно сделать с одной ногой, это, например, там, надеть носок. Да, то есть, сейчас, секунду. Ногти нормальные, пальцы чистые. Так. Вот представим, вот у вас одна рука, и вы пытаетесь как-то его надеть. Ну, в принципе как-то можно, но не очень удобно. Когда у вас есть бионический протез, это рутины никакой не представляет. То есть взяли да надели. То есть это человеку, так скажем, с ограниченными возможностями, хотя мне это выражение не нравится, вот, очень важно самому себя обслуживать, потому что одной рукой ремень трудно застегнуть. Так что это, конечно, не полная, то есть не замена живой руки. Живую руку очень сложно заменить, но очень хороший инструмент. И что еще вам хочу показать про прочность ее. Мало какие протезы такой выдерживают. Мой вес 98 килограмм. Вот. Я встаю и могу на ней отжаться. То есть со временем культя у меня привыкла, и каких-то болезненных ощущений я не ощущаю. Ну, конечно, так делать лучше не надо, все-таки ее можно переломать. Вот. Но, в принципе, можно. Так, дальше давайте расскажу, какие еще есть протезы у меня. Этот я самый, который я чаще всего ношу, потому что он самый практичный, самый прочный. Так, показываем следующий. Данный экземпляр называется Ottobock Michelangelo. Это типа их последняя разработка. Вот. Стоит он около 2,5 миллионов рублей. Какие в нем плюсы? У него есть два режима хвата, я вам сейчас покажу. Очень хорошая коррекция ошибок, ну то есть помех от неосенсоров. То есть на посторонние вибрации он не срабатывает. Как вам объяснить? Вот сейчас пример покажу вот с этим, что значит эта коррекция. Вот, например, я зажал телефон и вот постучал по руке. И он может из-за вибрации, срабатывания быть ошибочной, и может что-то выпасть. Здесь постобработчик есть, в нем стоит уже микроконтроллер, а не аналоговое управление, и все гораздо лучше. Но огромный минус, она здоровая, вот. У нее очень тяжелый, большой вес, большой, это весит там 800 с чем-то грамм, или килограмм, а это где-то, килограмма 1,5. Но когда постоянно ходишь, это сильно ощущается. Вот. Эту руку я давал в ремонт уже 4 раза, но это по моей вине. Я вечно отламываю пальцы или еще что-нибудь, прочности не хватает. Сейчас я продемонстрирую, чем она отличается от этой руки. Так, вот, переодел я руку. Вот, сейчас я к ней чуть подпривыкну, потому что они все немножко по-разному управляются, и мгновенно переключаться сложно. Ну, какой плюс у этой руки? Скорость работы. Смотрите, у нее скорость движения очень быстрая. Второе, у нее есть два режима хвата. Такой режим хвата и сейчас. И вот такой режим хвата. То есть, для чего вот этот режим хвата используется? Я его называю, это там режим «дайте мне кружку пива». То есть просто так. Сейчас, секунду. Так, даже кружку пива. Вот стакан возьму. Так, и второй режим. Режим хвата я его называю для
выпивание пива. То есть вот так вот удобно. И здесь я уже ко рту поднести могу спокойно, в отличие от той руки. Вот. Он держится хорошо. Я еще могу вот так вот сделать, то есть она управляется очень быстро. Вот. Но она тяжеловата. Прям она выглядит, вот посмотрите, как у Халка у меня эта рука, одна больше другой. Вот. Что с ней еще хорошо? Ну, вот эта скорость работы, у нее очень хорошая коррекция ошибок, но цена и прочность. Так как я веду активную жизнь, например, работать с ней вот с болгаркой, например, или еще что-то, очень лучше не надо, потому что она часто ломается. Я отламывал большой палец, и как бы, что с ней только не происходило. Тут уже все заменено, а ремонт у нее очень не дешевый. В этой руке аккумулятор встроенный, у нее есть Bluetooth, но свой проприетарный протокол я просил программу, мне не дали, только можно в самом мотоблоке они без проблем настраивают у тебя параметры разные, такая более современная рука. Но для спокойных людей, как бы, я бы сказал, даже для пожилых, им очень удобно там вязать, наверное, с ней можно, я не знаю. Но я как бы себе решил прикупить, посмотреть. Иногда использую, когда у меня та ломается, вот, приходится ходить. Вот так вот. Я вот хочу обратить ваше внимание, что в принципе вот эта вот полиуретановая оболочка сделана неплохо. А многие люди, если не приглядываясь, даже не понимают, что у меня протез. Я еще одеваю тату-рукав с Алиэкспресса, потому что так эта резинка смотрится некрасиво, и издалека многим людям кажется, что какой-то непонятный мужик с татуировкой. Вот, как бы, тату-рукава там 100 рублей стоят, их можно пачками брать. Это мое такое ноу-хау, ношение с протезом. По поводу проблем вообще с ношением. Изначально, поначалу, ваша кожа, не привыкшая к ношению вот этого культиприемника, может воспаляться и т.д. Но я решил так для себя, пускай скотина привыкает, вот, максимум мазал на ночь декспантенолом, там раздражение. И потом привыкла, в летний период приходится раза 3 за день снимать ее, мыть просто с мылом, потому что пот скапливается, иначе будет сильное раздражение. А зимой, в принципе, нет. Ношу я ее, как проснулся, до момента, как ухожу, до момента, как ухожу ко сну. Я считаю это более правильным, потому что у меня до этого были фантомные боли на культе. Это очень неприятно. Как только я стал носить протез постоянно, видно, что-то перещелкнуло в мозгу, и это у меня прошло. То есть мой мозг считает, что это его конечность, например. То есть оно включилось как бы в схему тела, вот я могу до носа себе дотрагиваться, то есть я как бы понимаю, где оно у меня находится именно. И по небольшой вибрации, из-за небольшой вибрации, когда я до чего-то дотрагиваюсь, я примерно понимаю какой-то объект, мягкий, твердый. Это как-то все автоматически приходит со временем. Даже когда еду за рулем, руля одной рукой, я понимаю обратную связь от колес и т.д. То есть как-то это все само произошло. Единственное, что, конечно, не понимаю температуру там и т.д. До этого, я думаю, когда-нибудь да и идет. Итак, дорогие зрители, перейдем к следующему протезу. Данный протез от компании Bibionics. Данная компания родом из Англии, разработала свой уникальный протез, свой уникальный протез, у которого к каждому пальцу есть привод. После этого компания Ottobock ее купила. То есть теперь это тоже принадлежит компании Ottobock. Данный протез я купил БУ, нашел на Авито, вы не поверите, из города Челябинска. Обошелся он мне всего в 250 тысяч рублей, при номинальной цене его в 3,5 миллиона. Вот. Чем этот протез хорош? Во-первых, внешний вид. Но внешний вид без перчатки. Вообще он по инструкции, на него одевается также резиновая, не резиновая, а полиуретановая перчатка. Тогда у него вид такой же. Второе. Приводы на все пальцы. Третье. У него есть ротация. То есть у меня ротация ручная, то есть можно вот так вот делать.
А есть, если вариант с электрическим ротатором, но так как у меня только отсутствует кисть, а не часть предплечья, то мне его просто ставить было некуда. Четвертое. Это быстросъемный разъем. То есть я вот несколько раз проворачиваю руку и могу вот дарю руку, короче, вот. Вот так вот. Можно поставить, в принципе, сюда какой-то другой протез. Это компания Stipler, которая тоже купила Ottobock. Это, насколько я знаю, их разработка вот такого быстросъема, в принципе, уникальная вещь. Вот здесь вот контакты есть, довольно-таки прочно держится и легко втыркивается. Можно крюк какой-нибудь приделать или еще что-нибудь. То есть я вот так раз проверну. Вот, все. Все, она заработала. Так, какой есть функционал? Ну, видите, рука немножко подубитая, ей 4 года, вот резинки тут поубивались. Ну, так, в принципе, работает. Какой есть функционал? Ну, есть обычное сжатие такого вот режима. Ей довольно-таки легко все брать, то есть у нее пальчики тонкие, и как бы она очень хорошо реагирует, скорость нормальная. Сила сжатия, конечно, не очень хорошая, но, в принципе, в быту хватает. Очень удобно, я могу угол ставить, какой мне надо. Вот есть режим работы вот такой. Потом есть еще один режим, сейчас я его переключу. Это вот сжатие в кулак. Вот, и можем очень треснуть кого-нибудь больно. Вот. Есть режим, вот я его переключаю кнопками, еще одни режимы. Это режим вот палец. Вот по клавиатуре, например, я сжать могу что-нибудь. Так, есть режим. Ну, в принципе, да, такой же здесь остается. Есть еще режимы. Я могу большой палец вытащить сюда. Это руками происходит, то есть у меня более плоская кисть получается. И есть вот такой вот хват. Также я переключаю режим. Есть вот в таком положении хват. Опять могу еще по кнопке переключить режим. У меня есть вот сверху там. Ну, так как резинки все поотваливались. Ну, я уж не знаю, что-нибудь, листик там зажать или еще что-нибудь. Ну, я на самом деле этими режимами не пользуюсь. Я как бы пользуюсь либо так, либо в кулак сжимаю ее. Вот. Что еще хотел сказать про эту руку? Чтобы вы понимали, хоть привод есть на каждый палец, но у нас также всего те же 2 миосенсора. И я могу использовать всего как бы, и я могу управлять, ну, только у меня как бы есть 3 режима. Либо я напряг эту мышцу, либо я напряг эту мышцу, либо одновременно 2. Вот когда одновременно 2 напрягаю, он переключает режим. Вот, то есть, а когда, ну, и также вот я могу двигать туда-сюда, довольно-таки пропорционально. По возможностям хватания, ну, не знаю, попробуй и стул, конечно, поднять. Ну, да, держит, в принципе, неплохо, но это как бы тонковато вот все. Вот. Посмотрите, оно такое себе. Вот, но зато очень ему легко брать, все можно там, ой, извините, бронил. Вот. Также там можно там чашки брать, ну, менее удобно на самом деле. Вот там стаканы берутся, не знаю, там, чайники, там, себя щипать там за что-нибудь. В общем, штука работает. Но по мне, стоимость ее сильно завышена. Практичность, ну, единственное, что она реально только красивая. Вот. Ну и очень низкая прочность и ремонтопригодность. Далее, дорогие зрители, перейдем к протезам не бионическим, какими у меня есть, просто, скажем, механическим, либо косметическим. Это тоже иногда в жизни, так скажем, ампутанта иногда требуется. Вот, сейчас. Сейчас я про это расскажу. Смотрите, еще хотел объяснить один момент. При моей ампутации только кисти можно использовать 2 вида культиприемника, вот этой вот гильзы. Это до локтя, чтобы локоть оставался свободным, и с локтем. Какие плюсы и минусы? Если вот он до локтя, у меня остается вот это вот движение. Я могу, но какой минус? Рука менее жестко здесь сидит. Но в принципе вот с этой вот резиновым, я не знаю, нарукавником этого достаточно. Вы видели, я поднимал стулья, в принципе могу ведро с водой поднять. Если так поднапрячься, руку напрячь, чтобы она не выскакивала, в принципе нормально. Вот. А с локтем он очень жестко сидит, но подвижность меняется. Это уж выбор каждого. Я
решил, что подвижность мне важнее, в принципе, привык. Вот, все бионические протезы, вот у меня 4 штуки, еще один есть, они как бы вот в таком виде сделаны. Теперь перейдем к другим протезам. Так, данный протез, ну, зрители канала Игоря Негоды, наверное, его узнали, правда, он немножко подизносился, Игорь Негода помогал в его конструировании. Что это себя представляет? Взята механическая тяговая рука, которая вот здесь просто пружина была, от компании Stipler. Игорь поменял здесь крепление в виде шара, вот здесь он вот так вот может двигаться, и также усилил пружину. Данный протез использовался для мной на езде на горном снегоходе. Отходил 2 года, пружина вот, конечно, подослабла, он здесь в таком ушатанном виде, но я неплохо на нем откатался, остался живой, не убился. В принципе, нормально. Но потом я подумал, я раньше боялся кататься с бионическими протезами на снегоходе, потому что у меня была такая мысль, что я при падении, например, через руль не успею рожать руку и отломаю себе ее. Но оказывается, что мясо намного прочнее, чем железо. По той причине, что просто выскальзывают пальцы или максимум отламываются пальцы на бионическом протезе. Но с бионическим протезом катание на снегоходе и на квадроцикле намного лучше, потому что можно в момент какой-то подзажать, движение у тебя лучше. Так что этот протез я сейчас не использую, но он все-таки вот есть как бы. Дешево, как говорится, и сердито. Вот. Ну, так вот он весь убился, тут подорвался, но пока живой. Снять его. Следующий протез. Я помимо своих разных увлечений еще занимаюсь дайвингом, да, и иногда люблю, неплохо плаваю. Плавать, например, кролем, просто долбя культей по воде, во-первых, всех людей распугаешь, во-вторых, ну, не очень практично. Стал изучать вопрос, есть ли специальные протезы для плавания какие-то. Оказалось, нет, типа плавай как хочешь. И решили что-то сделать сами. Взяли на основе косметического протеза, это все герметично сделали, то есть косметический процесс просто, ну, грубо говоря, просто деревянная рука. Вот, с локтевым культеприемником, вот так в определенном углом поставили, и то есть я могу кролем вполне себе нормально плавать. Он довольно-таки легкий, и также, когда я ныряю, ну, дайвингом занимаюсь, например, при вылезании на лодке я хотя бы могу за перилу там рукой как-то схватиться, или там себе маску придержать, если она слетит. В принципе, лучше, чем ничего, потому что, естественно, с бионическим протезом в воду не полезешь, он испортится. Очень удивительно, что на рынке никто прям серийно не изготавливает протезов для плавания. Ну, как бы, если вам требуется, берите, делайте из косметических, это недорого и как бы намного практичнее плавать. Вот так вот. Процесс не самый простой, особенно когда хочешь сохранить шкурку. Шкурки нынче в цене. Да, цены немалые, вещь редкая. Да. Вот у нас Константин обучился обслуживанию долго и упорно, потому что здесь один процесс натягивания шкуры — это целое искусство. Вначале это занимало часа 2, да. и 3 человека, пассатижи. И прочее разное. Да. А потом руки поняли. Чтобы дорогие зрители понимали, эту руку делали, переделывали, ну я не знаю, бесчетное количество раз. Все-таки данные протезы не рассчитаны на такого человека, как я, и почему я вам еще раз говорю, лучше своя покоцанная рука, чем какой-то протез, потому что рука у тебя заживает сама, а это нет. И, например, там доходит до того, почему-то отгнивают всегда провода, вот. Внутри из родных механизмов остался один палец и шестеренка. Мотор еще. И да, мотор родной, да. Ну, я думаю, тоже ненадолго. Ну и сам производитель на нее дает гарантию там 3 года. Она уже 4 отходила в жутчайших условиях эксплуатации. Вот внутренняя часть, которая защищает верхнюю часть от железа, которое там внутри. Она постоянно у нас в этом месте перетирается, да, мы ее зашиваем. Вот на этот раз решили попробовать герметик. Вот, как средство защиты. Ну, она зашита, там внутри стоит заплатка, сверху мы замазали герметиком, он эластичный, как бы растягивается. Ну, еще пока не умер. Вот.
продолжим экзекуцию. А ты кремень мажешь, кстати, когда это? Конечно, а ее иначе не надеть. Слишком близко пальчики расположены, вот эти вот, указательный и средний. Без крема она не надевается. Салфеток здесь нету. На популярные вопросы должен быть кадр рука руку моет. Да, рука руку моет, я покажу, да, что я покажу. Она еще просто не просохла. Вчера только шкурку надели на нее, она еще до конца не высохла. Там специальный лубрикант, который, ну, на водной основе, он подсыхает через какое-то время. Короче, не подмажешь, не подъедешь. Не, никаким образом. Насухо не идет нигде, короче. Ни там, ни здесь. А с ней вообще нежно надо, а то укусит еще. Да, здесь надо впихать невпихуемо. Ну, это по понятным причинам сделано, просто если бы она не в натяг была, она бы висела, как обвисшая хрень какая-то. Да, он слетал постоянно. Ну, в общем, практически. И что мы имеем? Мини-терминатора. Да. Из живого здесь. Из родного. Из родного, да. По-моему, тут только вот этот вот. Да нет, это уже все точеное. А это алюминиевый, да, точеный. Да, тут уже все точеное. Крепление точеное, внутренний механизм живой, родной. И моторчик. Не раз уже перепаянный, потому что провода там отгнивают прям моментом. Неизвестно из чего. Последний раз Дмитрий Павлович у нас сломал ее весьма основательно. Отломалась вот эта часть. Переломил ее, да. Там внутри шли металлические тросы, видимо, они куда-то туда в глубину уходят. Вот, эти тросы, ну, как бы тоже не выдержали стиля жизни от Дмитрия Павловича. Нет, я показывал, как дрифтить на машине в ванне, и быстро перехватил руль, а я тяжелый. И, короче, так получилось. Это я о том, что насколько человеческая рука вроде сделана из мяса, прочнее вот этой вот железки. Потому что здесь я, до этого вот здесь стояли из дюрали, наверное, из D16 или типа того пальцы, и при катании на снегоходе они сломались. Мне выточили новые пальцы из D16, они опять сломались. Нам это надоело, и мы выточили из титана. В VT1.0, ну, более-менее пока держится. Данную вот скоба тоже лопнула, пришлось сделать специальный пуансон под пресс 20-тонный, из титана выдавили. Вот, ну, и собрали, и получилась, надо сказать, сборная солянка, и пока ходят. Ну, пока пальцы я не погнул, почему на ней, я говорю, на ней можно отжиматься, потому что в ней я уверен. Ну, только вот здесь вот крепление надо еще как-то продумать. Я даже не знаю, может какие-то выпуски там сделать, еще заэпокситить, короче, да, ну, закарбонизировать. Мы, в общем, как могли, выпилили. Технология сборки была у нее родная такая. То есть внутренняя часть, скорее всего, вставлялась в основную уже после. То есть сначала загонялось как бы вот это вот крепление на тросиках. Как-то эти тросики вклеивались, и потом они уже впрессовывались в предплечье. Ага. Вот, то есть, и поэтому мы были вынуждены насверлить дырочек. Вот. Ну или отверстий, как я даже не знаю. Но мы сверлили дырочки. Вот. Все это дело сшить тросиком. Нержавеющим. Нержавеющим, да. Тросиком. Ну и как бы поксипол нам в помощь, потому что иначе это все... Расфуфлышилось. Да. Так, давайте я ее переодену, покажу, как она действует в таком виде. Это очень эпично смотрится. Ну так, господа, данная рука, так скажем, как у Терминатора, без этого. На самом деле она так, у нее мощи больше, и не приходится сжимать, сжимать оболочку и т.д. Вид, конечно, не страшноватый, но вот так вот это вот работается. Можно так медленно, можно быстро. То есть давит она сильно. Вот если я сейчас ущипну, это будет очень больно. Потому что здесь площадь контакта маленькая. Вот. Ну как бы так она очень хорошо все держит. Как бы. Можно так все почесать. Хорошая штука. Я бы так на самом деле не ходил. Но как бы это людей, во-первых, пугать, может кто-то в обморок упасть, а во-вторых, это, ну, грязь попадет, все это и так кончится. Но как бы пока все работает. У нас модели для ЧПУ станка есть, я думаю, если я пальцы хоть раз в неделю буду ломать, это титан найдем, напилим.
Вот так вот выглядит, так вот, сейчас сказать, как сказать-то. Вот так вот сейчас обстоят дела в бионических протезах на текущий момент. Что-то более сложного и продвинутого в принципе нету. То есть вот сейчас компания Ottobock весь европейский рынок захватила, и в принципе это все, что есть. Ну, есть какие-то там вариации. Есть разработки прямых подключений к нервам, то есть инвазивных методов, но пока это пройдет клинические испытания, пока то все, это надолго. То есть, в принципе, с миосенсорами, как в 70-х годах это сделали, так, в принципе, просто это идет дальше развитие. Улучшились аккумуляторы, стали использовать бесколлекторные двигатели, что-то полегчало, но глобального прорыва нету. То есть, подобные протезы были довольно-таки давно. Но очень сильно облегчает жизнь тем людям, кто потерял конечности. Также я вам хотел сказать о доступности. О доступности протезов. Минимальный протез какой-нибудь Ottobock'овский, Miofosil, например, попроще, чем у меня, все равно там 1 200 000, там 1,5 он будет стоить. Но, например, если брать в Москве, в принципе, если пройти комиссию какую-то там по инвалидности и т.д., то где-то до 1,5 миллиона, насколько я знаю, государство это компенсирует. Это, конечно, время и т.д., но люди, вы должны за свое счастье бороться сами. В принципе, в большинстве случаев люди получают протез, 2/3 за них платит государство. Это я покупал за свои деньги, потому что они у меня есть. У некоторых их нету, но можно получить компенсацию от государства, это нормально. Вот. И раз в 3 года вам будут новый протез давать подобного типа. Вот. Но главное, какую делают ошибку многие люди, они получают протез и не используют его. То есть они пользуют пару часов в день, они боятся, что он там что-то поломается, сломается. Мне кажется, это все плохо, потому что к нему надо очень хорошо привыкнуть. И тогда он тебе помощник, а не обуза. Потому что нельзя его раз в неделю одеть и нормально им пользоваться. Вот я еще раз повторюсь, я весь свой рабочий световой день, пока я не сплю, я все время ношу протез. Я без него не хожу, за очень редким исключением. Когда, может быть, натру себе руку или навернусь где-нибудь, у меня это частенько бывает. Вот, что еще хотел сказать. По поводу, существуют ли российские производители? Да, существуют. Ребята стараются, я не буду озвучивать кто, я пробовал протезы их производства, но пока что не дотягивают до западных аналогов, вот, например, тех же Ottobock'овских. Есть у них проблемы, но это и понятно. Ottobock существует больше 100 лет, а ребятам я не знаю, 7 или 8 лет, или 5, я не могу сказать. Есть подвижки, люди стараются, что-то придумывают. Надо еще понять, что на этом рынке очень много всяких патентов. Нельзя просто взять и скопировать чужое, это будут проблемы. Надо искать свое. Но пока что сильно не дотягивает, очень много проблем. А данная вещь должна быть очень эргономичной, иначе ты пользоваться не сможешь. То есть там всякое пропорциональное управление, нормально, чтобы электроника работала и т.д. В этих-то проблем достаточно, мы половину переделали. Вот. Что еще хочу добавить? То есть людям, которые случилась с ними беда, не надо отчаиваться. Главное, если свежий ум, то есть если мозги не повреждены или даже если повреждены, но ты мыслить можешь, значит ты живешь. То есть надо забыть, ты какой уже обратно фарш, как говорится. Обратно, как говорится, фарш не провернешь, все, что, как есть, так есть. Надо с этим дальше жить и радоваться жизни, в принципе, все. На этом я с вами попрощаюсь. Вопросы в комментариях, пишите, отвечу. Всем спасибо, подписывайтесь.